Аннигилирующее пламя Рёмин Сукуны, техника, которая мгновенно уничтожила Махарагу, призванного Фушигура Мегуми. И сегодня Юдзи придется ощутить на себе всю мощь этой техники. Нам раскроют принципы ее работы и ограничения. Всепоглощающее пламя уничтожает все, что так дорого главному герою. Как после этого поступит сам Итадори, если ему теперь не доверяют его же товарищи и не посвящают его во все подробности их плана? Так что погнали начинать данный разбор. Но также напоминаю, что почитать свою любимую мангу, манхву, маньхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава начинается с флешбеков с той самой тренировки по обмену душами, где мы узнаем, что ГГ менялся с душой Юта Акоцу. Но тогда Юдзи еще не знал секрета конвергенции, а именно сжатию и манипуляции кровью. И хотел, чтобы его обучил этому кто-то действительно опытный в этом деле. Поэтому главный герой обратился к своему старшему брату. Вот только тот давал какие-то абстрактные объяснения, из-за чего Итадори вообще ничего не понимал, поскольку Чоса владеет конвергенцией буквально на интуитивном уровне. Но Наритоши объяснил, что это все основы манипуляции кровью, благодаря чему они могут сжимать кровь, придавая ей совершенно новые свойства. Для этого, по словам Кама, нужно было упражняться с резким сжиманием губки и консервной банки. Услышав подробности, Чоса уже хотел перейти к обучению младшего брата принципов работы сверхновой, но Наритоши посчитал, что для Итадори это пока будет еще слишком сложно, и что для начала ему следовало бы научиться самому простому, например, останавливать кровь и накладывать швы. После этого мы перемещаемся в настоящее время, прямо в момент каста Сукуны его пламени, где рассказчик говорит нам, что дверь печи открывается лишь после выполнения условий с техникой расщепления и рассечения, о которых мы поговорим далее. Несмотря на внушительную силу огня, его скорость и область поражения было достаточно низкими, но чтобы нивелировать этот недостаток, Двуликий наложил на себя связующую клятву, запрещающую ему применять печь в битве против множества человек, за исключением применения расширения территории. Из-за этой связующей клятвы вся материя, распотрошенная разрезами в ходе разрастания демонической гробницы, обретала взрывную проклятую энергию, аналогичную той самой печи. Плюс еще Рёмин временно изменил границы территории, чем ограничил вход и выход всего, что находилось внутри этой области, кроме живых существ. Но тем самым он смог запечатать область поражения, не понижая выходной мощности. Видя, что Сукуна все же применил свой козырь, Ураума уверенно заявила, что шаманы проиграют. Все частицы материи, что заполонили область территории, превратились в термобарические бомбы. Для объяснения действий этой техники ГГ опять пригласил научного консультанта Курара, говоря, что из-за нарастающего жара печи происходит детонация созданного разрезами облака, после чего в области взрыва возникает избыточное давление и весь кислород попросту выжигается. Все живые существа в этой области не имеют шансов на то, чтобы выжить. Это поистине всепоглощающее адское пламя. И именно этой техникой Сукуна смог мгновенно уничтожить Махарагу в битве в Сибуе. И как бы теперь становится интересно, что же сейчас может противопоставить Итадори в этой безвыходной ситуации. И в том-то и дело, что ничего он не смог поделать. Как и предполагалось, ему пришли на помощь, и это был Чоса. Он успел прийти к младшему брату и создал барьер из крови вокруг себя с Юдзи. Вот только он сам не смог спастись, после чего его тело сотлело до угольков прямо на глазах у главного героя. Перед своей окончательной смертью эти двое в последний раз увиделись в воображаемом мире картин смерти, где Чоса извинился за то, что так и не смог обучить его манипуляции кровью. Также он похвалил его за то, что Юдзи смог очень быстро освоить обратную проклятую технику, но ГГ считал, что это больше не его заслуга, а Сукуны, который пользовался его телом. Старший брат же не считал это неправильным, ведь все так и должно было быть. Младшие всегда превосходят
лет старше. Но хоть он и говорил, что рад был поддержке Итадори за отведенное ему время, вот только все равно было видно, как Чоса грустил, что этому настал конец. Последнее, что смог произнести Чоса, стали слова благодарности, поскольку ему действительно было приятно иметь такого прекрасного младшего брата. Юдзи также был очень рад повстречать Чоса, в последний раз сказав ему «Спасибо, брат». После этого барьер рассыпался, и главному герою открылась ужасная картина. Вся эта область превратилась в выжженную землю, от которой исходила обжигающая температура. Это сильно пошатнуло решимость Итадори, да и к тому же Сукуна уже направлялся к главному герою, не давая ему даже и минуты на то, чтобы справиться с утратой старшего брата. Однако тут, с другой стороны поля боя, появляется никто иной, как Аой Тода, пришедший ему на помощь, который до этого огненного всплеска спасал остальных шаманов внутри территории Сукуны с помощью своей проклятой техники и воронов Мэй-Мэй. Но это пока мы только знаем из их разговора, ведь сам Тода все же не давал стопроцентную гарантию на то, что ему удастся спасти их жизни, но он все-таки попробует. Вот только по его словам, нельзя было, чтобы о их плане узнал Итадори, поскольку из-за резонанса и связи душ между Сукуной и ГГ, Юдзи мог ненамеренно оповестить обо всем этом своего противника. Но чтобы подбодрить своего товарища, Аой говорит, что все в порядке, тем самым приободряя его и давая надежду, что остальные смогли выжить. Сам же Юдзи хоть и был сбит с толку его фразой, однако все же решил довериться своему братану и вместе с ним идти херачить Двуликого, у которого после применения расширения территории была в откате его проклятая техника. Так что Сукуне сейчас придется нелегко, ему придется перейти в ближний бой и как-то восстанавливаться черными молниями. Однако в паре с Аой Тода уворачиваться от ударов ГГ будет очень проблематично. Вероятнее для него сейчас станет приоритетнее уничтожение Тода, дабы ослабить ГГ, но это мы уже узнаем в следующей главе. А вот Чоса действительно жаль, пожертвовал собой ради того, чтобы его младший брат смог выжить. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.